12 телезрителей против знатоков. Сабина Ермамбетова, Симферополь. Евгений Макаров, Омск. Алексей Иванов, Химки. Александр Андреев, Екатеринбург. Наталья Сухорукова, Мытищи. Денис Володин, Базарный Сызган. Екатерина Демкина, Саранск. Сергей Штейн, Тверь. Радик Хабибулин, Пермь. Николай Сущенко, Карабулак. Денис Мухамедов, Всеволожск. Александр Терещенко, Чубовка. Начинаем игру. Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, уважаемые знатоки. Начинаем финал 2025 года. Это игра, к которой все мы так долго шли. В финале юбилейного сезона против телезрителей сыграет сборная клуба, состоящая из обладателей приза за самый яркий ответ года. Итак, против телезрителей сегодня играют обладатель «Хрустальной совы», обладатель приза за самый яркий ответ 2016 года Борис Белозеров, обладатель приза за самый яркий ответ 2023 года Дмитрий Филиппов. Обладатель приза за самый яркий ответ 2019 года Никита Баринов. Обладатель «Хрустальной совы», обладатель приза за самый яркий ответ 2020 года Михаил Мун. Обладательница «Хрустальной совы», обладательница приза за самый яркий ответ 2024 года Анастасия Шутова. И капитан этой сборной, обладательница «Хрустальной совы», первая обладательница приза за самый яркий ответ 2015 года Алена Повышева. Интересы знатоков защищает генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Интересы телезрителей главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Финал 2025 года. Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Госпожа Повышева, добрый вечер. Добрый вечер, господин Как вы восприняли то, что оказались в сборной клуба в юбилейном сезоне, да еще и в качестве капитана? Ну, конечно, с огромной радостью, которую в моменте было довольно сложно осознать, потому что мы переживали за команду за столом, но переживания закончились, а радость нет. Алена, вы единственная в команде, кто еще ни разу не играл в финале года. И еще не ведаете, что такое телезритель за столом. Вам интересно попробовать? Конечно. А в чем ваш интерес? Мне интересно, насколько команда может работать, несмотря на отвлекающие факторы в виде интересных людей за столом, кроме игроков. Базарный Сызган. Против вас играет музыкант Денис Володин. Поселок Базарный Сызган, Ульяновская область. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, добрый праздничный вечер, господин ведущий. Денис, вы играете в 10-й раз против знатоков и уже сделали большое дело. Если раньше к прилагательному «базарный» я мысленно добавлял «день», то теперь, если «базарный», то, конечно, Сызган. Вы прославили свой поселок. Спасибо, Денис. господин ведущий. В финале 2023 года Дмитрий Филиппов ответил на ваш вопрос. Вы надеетесь на реванш? Да, надеюсь и верю, и жду. Денис, скажите по секрету, придумывая этот вопрос, вы знали, что Владимир Ворошилов очень любил и ценил Мейерхольда? Нет, не знал, господин ведущий. Ну, а про пиковую даму, конечно, знали. Господин Филиппов. Да, господин ведущий.
Вспоминая о своем впечатлении от оперы «Пиковая дама» в постановке Всеволода Мейерхольда, Лиля Брик писала: «Это был первый оперный спектакль, где чувствовалась режиссура и было решение. Сцена в казарме, когда Герман сходит с ума, была сделана гениально. У меня до сих пор мороз по коже». Можете не записывать, эмоционально воспринимайте. Дмитрий. Традиционно было принято показывать призрак графини при помощи белого савана и чепца на героине. Но Мейерхольд решил эту сцену иначе. Ему понадобился всего один предмет. Внимание, вопрос. За счет чего и с помощью кого Мейерхольд явил зрителю призрак графини? Ну, может, пиковую даму, собственно, саму и карту пиковую даму, да, и... А с помощью кого? С помощью кого? Фотоувеличитель или что-то, что... А зеркало не может быть? С помощью как раз пиковой дамы, это Зеркало, чтобы Герман как бы самого себя увидел. Специалист какой-то, нет? Миш, я не понимаю твою историю. Не работает с помощью кого? Смотрите, за счет чего и с Показать, помощью что она кого? мертва, да? Что она мертва. Смотри, дирижер, например, там же... Зеркало и сам герой, это красиво. Не, ну стоп, а почему герой? Ведь это зрители говорит должны зеркалом, а в видеть. зеркале Зрители Да, должны да, видеть. он говорит зеркалом, а в зеркале как бы видит фактически себя. Но это должны зрители видеть. Начало 20 Вот так вот поставили под углом, и видно. Дирижер как-то вот... Послушай, а может быть, животные какие-нибудь, сам типа кошка, зритель там, должен черная себя кошка, видеть. еще что-то, нет? Нет, зеркало так не поставишь. А если вот что-то белое на ней тоже, как саван, только не саван? Как театр теней, вот что это какая-то... А, проектор проекция какой-то. появляется, С помощью понимаете? кого? Тень. За счет чего и с помощью кого? Самого зрителя. Тогда с помощью дирижера подсветил сзади, и вот тень гигантская о, это дирижера интересно. выросла на Вот заднике. это красиво, давайте попробуем. Так, кто отвечает? Сформулируешь? Итак, только вы понимаете, ответ нужен точный, поэтому не по общему ощущению. И отвечает у нас... Да, за счет чего и с помощью кого ответит Михаил Мун. Прошу, Михаил. Мы полагаем, что с помощью кого? Это с помощью дирижера. А за счет чего? За счет, ну, сейчас мы бы назвали это прожектор. То есть лампа была поставлена яркая сзади дирижера, и вот эта тень дирижера где-то на заднике, которую, наверное, специально опустили на этот момент, дирижер при этом шевелит страшно руками, это, конечно, страшно. А теперь, внимание, правильный ответ. Михаил, смотрите, как интересно. У вас была версия, что это Герман сам и зеркало. Да. Да? А когда вы подумали, что дело в прожекторе, ну, предположим, можно и так это назвать, то вы поменяли на дирижера. А ведь на сцене действительно в этот момент находился только сам Герман. Всеволод Мейерхольд превратил в призрак графини тень самого Германа. А добился он этого при помощи зажженной свечи. То есть горела свеча, и тень от самого Германа была на сцене. Две очень близких версии, но в итоге неверные. Денис Володин, я вас поздравляю. Спасибо. Счет становится 1-0 в пользу телезрителей. Господин Верхошинский, добрый вечер. Господин Верхошинский, добрый вечер. Сегодня такая знаковая игра. Финал 50-летия. С какими чувствами вы ее ожидали? Господин ведущий, ну я всегда люблю финалы года, особенно 50-летие. Такое предновогоднее настроение, возможность телезрителей воочию в зале увидеть. Кого-то приятно первый раз увидеть, кого-то уже не первый раз. Вот, ну и как водится, в финале года телезрители разыграют деньги, которые накопились в призовом фонде. Давайте посмотрим, что там у нас накопилось. 3 641 000 рублей. Эту сумму разделят между собой телезрители, которые обыграют сегодня знатоков. Спасибо, Владимир. Мы продолжаем игру. Второй раунд.
Уважаемые телезрители, напоминаю правила. Если сегодня, например, победят знатоки со счетом 6-3, то призовой фонд разделят 3 телезрителя, то есть примерно по 1 миллиону 200 тысяч рублей. А если победу одержат телезрители, то фонд разделит на 6 по 600 тысяч. Но зато каждый из 6 телезрителей получит еще и по 1 миллиону рублей. Бриллиантовый совет. И вот чтобы не убирать у телезрителей такой большой выигрыш, я к вам, Алена, сегодня не выйду. 13-го сектора на столе нет. Смотрим сверху. Химки. Химки. Против вас играет кандидат физико-математических наук Алексей Иванов, город Химки. Алексей, добрый вечер. Здравствуйте, господин ведущий. Как у вас настроение? Прекрасно. Скажите, Алексей, это правда, что игрой «Что, где, когда» вас заразил Виктор Сиднев, когда в конце 80-х вместе с Олегом Долговым приехал к вам в физтех поиграть в «Что, где, когда»? Да, это правда. Я был на первом курсе. Вот. Виктор, а вы это помните? Нет, не помню, к сожалению. В концертном зале была встреча с знатоками. Ну вот, вы тогда заразились, но вопросы ваши появились на столе только в этом году. Чем вызвана такая пауза? Вы писали или нет? Или как бы... Знаете, нет, я вопросы писал с 2003 года. Вот. Но это было, ну, такое своего рода хобби. Вот что-то красивое, какой-то красивый цветок, вопрос тебе попался, ты его сорвал, отправил на передачу. Ну, не играли. Они не выпадали, да. Скажите, Алексей, а еще выяснилось, что вы были однокурсником Максима Баташова. Скажите, каким он был в студенческие годы? Вы знаете, я не помню Максима в студенческие годы. Но вы учились на разных факультетах на одном курсе, да? Да, мы учились на разных факультетах, но лекции у нас читали одни и те же лектора. Вот, ну, по крайней мере, вот пока был общеобразовательный курс. То есть вы не помните, каким он был? Да, поэтому... Максим, вы тоже не помните Алексея? Я помню Алексея, потому что мы с ним знакомы, но это было сильно позже тех лет, когда мы учились. Ну вот, да. Благодарю, Максим. Госпожа Шутова, посмотрите на экран. Этот снимок сделан на территории одного музея под открытым небом. Обратите внимание на конструкцию со стеклом в правой части фотографии. Видите? Внимание, вопрос. С какой целью ее установили? Может быть, там показано, как оно изначально да, было. Да, такое бывает, я такое видал. Да. Это хорошо. В каком смысле? Там ты смотришь, эта картинка дополняется. Дополненная реальность. В этом силуэты, Силуэт, да. Это руина, а когда смотришь сквозь стекло, тебе достраивают весь дом. Такое бывает. Я понимаю, оно прямо на вот этом стекле нарисовано? или там Да, это какая-то специальное еще стекло, наверное, которое вот... Хорошо, а вот эта штучка сверху, это что? Рядом стоит. Да. Подсветка, скорее всего. Ну просто нам обвели и то, и то. Да, там еще Потому такие что не отведешь какие-то. по-другому, мне кажется. Непонятно. Может быть, Вот там камни какие-то на заднем плане, видите? Камни, да. это, мне кажется, есть просто часть встаёшь. развалин, нет? Да, это тоже от развалины. Витрины, Да, еще раз, лестницы. Ален, ты встаешь, Ты смотришь встаешь на на эту это. платформу, Да. смотришь, и там тебе Нарисовывают нарисовывают. тебе. Другие версии, давайте А попробуем. если что-то там кто-то придумать. проходит через эти ворота, нет? А кто? Непонятно. Если проходит? Непонятно. А мы Как можем эти сказать, для исторических каких-то реконструкций, например. Ну да? тут отчетливо Какая-то музыка звучит, что-нибудь, как, как бы, концерт какой-то Гаврилина? фото Аиды или что-нибудь такое. Ну, трава слишком зеленая для Аиды. Кто же будет отвечать? Никита Баринов ответит. Никита Баринов, прошу вас. Мы предполагаем, что там показывается это сооружение в исходном виде, до разрушения, соответственно. Чуть-чуть поясните, в каком смысле показывается? Вот там вот что-то такое стеклянное, вероятно, там проецируется изображение и показано, как это было изначально. Понятно. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Поташов, а у вас есть версия на этот У нас вопрос? вот с Юрой примерно та же версия. Но это вопрос Алексея был на вашей игре в зимней серии и не выпал. Жаль, да? Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Это музей
Этот музей под открытым небом расположен на месте древнего римского города. На стекле дорисованы, посмотрите на экран. Дорисовано, как выглядела эта триумфальная арка. Дорисованы недостающие части строения. Никита, ну вот чуть-чуть вы, конечно, чуть-чуть дорисованы. То есть, видите, посмотрите, вот просто, чтобы вы поняли. Здание и дорисовано, чтобы вы себе представляли. Алексей, ну мы будем к этому придираться? Нет, конечно. Не будем. 1-1. Уважаемые телезрители, в этом финале года лучшего игрока мы определять не будем. Но чтобы строже следить за соблюдением интересов команды телезрителей, по традиции в зал приглашены члены Академии телезрителей игры «Что, где, когда». Обладательница бриллиантовой совы Татьяна Медведева из Саратова и обладательницы хрустальной совы Жанна Бойченко, Калининград, Наталья Алексеева, Борисоглебск и Ольга Николаева из Химок. Еще один академик Радик Хабибулин сегодня в составе сборной телезрителей. Третий раунд. Господин Баринов, вы говорили, что даже не мечтали о финале года, и вот ваша не мечта сбылась. Сам в шоке. Вы в таком необычном составе играете. Какое у вас ощущение? Что вообще с вами происходит сейчас? Я просто играю. Я не знаю, как это описать, сказать. В любом случае, это счастье. Никит, скажите, пожалуйста, ну вы не совсем так представляли, да, что на этом стенде? Вы думали, просто нарисовано, тогда стекло не очень понятно. Нет, я примерно представлял. Единственное, что я не был уверен, в каком именно виде оно либо оно нарисовано, либо там проецируется, либо это просто 3D-модель там где-то есть. Вот это вот не было понятно. Ну, в принципе, тоже. Тверь. Против вас играет руководитель оздоровительного центра Сергей Штейн из Твери. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте, господин ведущий. Вы участвуете в финалах года в 3-й раз, причем подряд. А всего на вашем счету 10 раундов против знатоков. Год назад вы мне говорили, что отправили 900 вопросов. Скажите, за этот год до 1000 добрались? Я думаю, да. Да? Ну вот смотрите, что получается, Сергей. То есть вы играли 10 раз, а прислали больше 1000 вопросов. Играет каждый 100-й. Вам не обидно? Ну, честно говоря, нет, потому что само сочинение вопросов приносит мне определенное и удовольствие, и пользу. То есть вы просто постоянно этим занимаетесь? Да. Сергей, за последние годы команда телезрителей, по-моему, превратилась в настоящую команду. Вы, наверное, встречаетесь на игре уже как старые знакомые. Ну, вот в этом году очень интересный состав. Он в основном опытный, именитый. И я, честно говоря, несмотря на 3-й финал года, чувствую себя немножко даже новичком, чему даже немножко и рад. Скажите, ну вот вчера, может быть, сегодня вы как-то вместе проводили время? Где-то побывали, может быть, нет? Да, конечно. И где? Не расскажете? Мы и пообщались, и погуляли, и посидели в номере даже немножко. Так, ну хорошо. Кстати, Сергей, в сентябре я впервые побывал в Твери и передвигался по городу, знаете, как от одного вашего вопроса до другого. То есть я все время вспоминал, не все были в эфире, но я просто знал, что вот здесь Сергей снимал, вот это его точка. Внимание, черный ящик. Госпожа Повышева, послушайте. Заурида, Хокки, Лептуракант малоголовый, полосатый нитипер, краснозубый спинорог. Эти и другие им подобные, благодаря умелому маркетингу, превращаются в то, что сейчас находится в черном ящике. Внимание, вопрос.
что там? Под кого маскируются перечисленные товарищи? Шпроты не могут быть. Вот это Должно быть что-то красивое, нет? Красиво, шпроты смешно. Слушай, потому нужно что что-то шпрот- крутое, красивое, дорогое, наверное, нет? Не обязательно. какая-то. Подождите, со шпротами это прикольно, потому что это метод обработки рыбы. Мне кажется, Это больше на насекомых. А не может быть бабочка какая-то? Гусеницы Так, смотрите, какие-то. что должно быть дорогое, да? от кого Шелк тогда маскируют? подделывают шелк? Под шелкопряда? От тутого шелкопряда? А так делается, Не синтетику уже знаю. проще А надо если жук сделать. красивый, какой-то дорогой Они насекомое, не может быть? под Сырой, правда, какого-то- не может быть? Вот лососевый, еще кого? какая-то. Мы не Они угадаем, маскируют, под да, кого. да, да. Послушайте, но это похоже, это какие-то либо животные, либо растения, но Под скорее кого? Под животные. кого, да. Еще на динозавров похоже на каких-то. А если Под кого ты мы- скажешь, под змей, под змей, может быть, Единорог, под рыба змей. наверняка. Историю давайте придумаем благодаря умелому маркетингу. Да. Почему маркетинг? То Ну, есть это их Продают, значит. кого-то Или продают да, под видом игра чего-то шпроты. другого. А Нет, какая-то это- другая рыба Сколько? может быть богатая. Маскируется Именно богатая под рыба, кого-то. там, не знаю, угорь, не знаю, там. Осетр. Кого-то Осетр жрём, какой-то. что-то. Ну, богатую Маленькая, рыбу да. мы не выберем, ее слишком много. Итак, кто будет отвечать? Ну, видимо, я буду отвечать. Прошу вас, Алена. Есть у нас ощущение, правда, не переходящее в уверенность, к сожалению, что, возможно, в черном ящике банка шпрот. Банка шпрот. Да. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. А есть в зале другие версии? Есть. Есть? Прошу, господин Сторон. Может быть, краб? Крабовые палочки. Ну, краб или крабовый палочки? Нет, маскируется под краба. Вот. Смесь сурими, возможно, из этого делается. То есть, госпожа Повышева, Дмитрий Филиппов дал правильное направление сходу, потом вас немножко стало болтать. Кстати, второй раз, Дмитрий, вы даете правильное направление из Мирхольда, но не додумываете. Вот чуть дальше, а маскируется-то под кого? Заурида, Хоки, Лактурикан, ну не буду ломать язык, все это рыбы, а превращаются они в продукт, который называется, откроем черный ящик, крабовые палочки. Сергей Штейн, я вас поздравляю. Вы читаете информацию на упаковках. Это вы настоящий телезритель. Счет становится 2-1, 2-1 в пользу телезрителей. Господин Филиппов, шпротами становятся все-таки более ценные рыбы. Здесь вообще, вы понимаете, да, там все-таки... Понимаю, да, понимаю. А вы шпроты любите? Не очень, честно говоря. У меня жена рыбу вот любит, я ухожу в другую комнату, когда... Реклама на Первом канале. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию BetBoom в клубе «Что, где, когда» представляет заслуженный мастер спорта России Павел Погребняк. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня на столе нет сектора Суперблиц, и всем интересно узнать, что за приз ждет победителя Никиту Старуна. Он уже приготовился. Компания BetBoom, господин ведущий, всегда там, где честная игра и настоящие эмоции. В этом году мы стали частью клуба «Что, где, когда». И от лица компании хочу поздравить Никиту Старуна и вручить ему приз – поездку на чемпионат мира в Мексику на футбол. Никита, я вас поздравляю, благодарю вас, Павел. Продолжаем игру. 4-й раунд. Уважаемые телезрители, в составе этой сборной представители 6 команд. Анастасия Шутова представляет команду Максима Поташова. Михаил Мум – команду Андрея Козлова. Никита Баринов – команду Константина Рудера. Дмитрий Филиппов – команду Дениса Элькиса. А Борис Белозеров и Алена Повышева сами свои команды и представляют. Алена, но мне кажется, что пока вы играете неплохо, но вот в двух вопросах вам чуть-чуть вот не хватило, причем вы близко. Про Мирхольда вообще, на мой взгляд, сложный вопрос, и вы практически его накрыли. Всеволожск. Мы играем неплохо, но пока недостаточно хорошо. Но мы понимаем, что надо сделать, чтобы было лучше. Против вас играет предприниматель Денис Мухамедов, город Всеволожск, Ленинградская область.
Денис, добрый вечер. Вы так рады, боялись, что не выпадет вопрос? Нет, я был уверен. Вы прям засияли сразу. Меня обычно волчок не подводит, мы с ним дружим. Денис, кто-то болеет за Поташова, кто-то за Козлова, кто-то за Сиднева, а вы болеете за команду телезрителей. Вы не лукавите? Нет, правда, я не лукавлю, я такой апологет нашей сборной, я давно уже, извините за такой сленг, топлю за телезрителей и считаю, что мы тоже уже состоялись как команда. Такая же команда, как и знатоки, потому что уже за последние, 5, не знаю, 7 лет сложился определенный костяк телезрителей, которые постоянно играют, и играют хорошо. И мы уже тоже себя чувствуем... Денис, но вы действительно профессиональный телезритель, даже от Сергея Штейна я читаю меньше вопросов, чем от вас. А я слышал, что вы пишете строго один вопрос каждый день, это правда? Да, есть такой... То есть вы пока вопрос не напишете, вы спать не ложитесь? Ну, не совсем так. То есть я заранее их формирую и готовлю, а затем их просто... Оформляете? Да. Последний вопрос. Вы знаете, Денис, в последнее время вы стали часто присылать вопросы про различные приспособления. Знатоки такие вопросы не любят. Вы специально им назло это делаете? Я думаю, что да. Я смотрю передачи. Я смотрю передачи и вижу их слабые точки, поэтому, видимо, такие факты, они цепляются, и, соответственно, получается то, что получается. Спасибо, Денис. Госпожа Повышева, несколько лет назад на некоторых каналах Амстердама стало возможным увидеть такую картину. Внимание на экран. От одного берега до другого необычная линия из пузырьков. Видите? По дну в этом месте проложена труба со сжатым воздухом. Внимание, вопрос. Для чего служит это современное приспособление? Современное? Для роботов каких-нибудь. Дрон какой-то пролетает над этим, доставляет? Пролетает, либо проплывает на нем. Рыба может через такое в Амстердаме он Вряд ли почти он- ограничивает движение рыбы? Ограничивает движение рыбы. Современные, это какие-то новые технологии, да? Роботы. Возможно. Дроны что-нибудь. Что-то про фотографии, Для вида дронов, доставщики. Ты смотришь, линия, если сверху поперек, странная идет у тебя. Оно просто вот при виде сверху, что и хорошо течение может... воды, куда она идет, Да, например. смотрите, это же Потому сверху. что... И что, ветер? Самолеты как-нибудь. Самолет это недавно. Послушайте, это хорошо, чтобы видеть сверху, только для чего тогда? Для Это какой-то что? геолокации. Ну, Спутники навигация, вообще. например. Нет, Спутниковые фото. Может, все-таки для дронов все-таки что? Для доставщиков. Там они есть? Наверняка есть. Ну, мы не знаем. Может быть, еще раз, для спутников, чтобы отличать воду от неводы? Прошу, кто отвечает? Ну, видимо, я отвечаю. Вы отважная девушка. Да у меня выбора нет, господин ведущий. Если есть возможность еще раз посмотреть, я бы вам была очень признательна. Вот на эту линию. Ну, посмотрите, внимание на экран, посмотрите. Денис, вы не против? Нет, пожалуйста. Да, посмотрите. Вот такая линия. Прошу, Алена. Ну, давайте предположим, что эта линия действительно может как-то работать при виде сверху, как нам и показали. И раз это современная история, также предположим, что используется она для навигации дронов. О, Господи. Внимание, правильный ответ. То есть вы решили, что мы такой праздничный вопрос к финалу года взяли. Ну, вряд ли же Санта-Клаус по ней ориентируется. Да. Есть версии в зале? Денис Мухамедов нащупал слабую точку. Может быть, забор для рыб? Забор. Так, ну давайте мы телезрители не будем отвечать, но давайте все-таки соблюдать командность.
А вот, мне кажется, очень симпатичная версия у Вити Сиднева. Да, Виктор. Ну, например, для определения качества воды. Дело в том, что если вы пропускаете воду через загрязненную воду, то, скорее всего, в этом месте будет пениться тогда. Виктор, а какие современные проблемы в городах вообще в целом? Ну, экология, прежде всего. А экология это что? С точки зрения воды, каналов? Не хватает кислорода. Вот кто-то сказал не хватает кислорода, Константин Григорьевич. Так, а вот кто-то там правильную версию, я услышал, но очень робкую. Это кто сказал? Слово на букву М. Мусор, что ли? Это кто говорит-то? Шутова? Шутова говорит мусор. Воздушные пузырьки, Анастасия, идут от самого дна и создают поперек течения своеобразный барьер. Внимание на экран. Мусор всплывает. Это приспособление помогает собирать плывущий по течению мусор. Пузырьки сгоняют его в специальный контейнер. Пузырьковый барьер борется с мусором, а навигация это приспособление никак не мешает. 3-1. Денис Мухамедов. 3-1. Господин Лихачев. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, господин ведущий. На этот финал года мы собрали сборную знатоков, которые в разные годы получали приз за самый яркий ответ года. Как думаете, такая сборная способна выстрелить? Не, ну выстрелить она точно способна, главное, чтобы попали, понимаете? Но эту сборную, кстати, также можно назвать сборной обладателей «Хрустального атома», ведь в ее составе 4 игрока получали этот приз 7 раз. А Дмитрий Филиппов 3 раза и Борис Белозеров 2. То есть в сумме 33 хрустальных атома в команде. Представляете? Господин ведущий, как говорят физики-теоретики, красивые атомы красиво легли. Тут ничего не скажешь. И я просто хочу подчеркнуть, что не только история, но и сегодняшний день у команды сильный. У Никиты, Михаила, Насти по 2 в этом году, у Алены 1. Итого цифры 7 только в этом году. 7 число счастливое, поэтому очень надеемся на дальнейшее продвижение, благотворное развитие событий. Так точно. Спасибо вам. 5-й раунд. Господин Мун, хочу сказать вам по секрету, что на самом деле вы главный виновник этой сборной. До вашей игры меня больше заботила проблема, как будут играть несколько команд в финале года. Но когда вы проиграли, пришлось всерьез задуматься над сборной. И когда совпало то, что 3 двукратных обладателя «Хрустальных атома» этого сезона являются еще и обладателями приза за самый яркий ответ, а обладателей приза в клубе ровно 6, пазл сложился. Красивые атомы, Этот приз, который казался просто поощрительным, тут выстрелил, словно чеховское ружье. Да, я очень рад этому. Спасибо. Против вас играет обладатель «Хрустальной совы», член Академии телезрителей игры «Что, где, когда» Радик Хабибулин из Перми. Радик, здравствуйте. Здравствуйте. Вы в финале года в 3-й раз. В 2004 проиграли, в 2015 выиграли. И опять выпали. То есть, получается, Волчок вас любит. Любит. Радик, сегодня в зал вошли 5 академиков, а выйти может 10. 5 участников финала года выполнят норматив академика, 6 побед плюс хрустальная или бриллиантовая сова. То есть, если будет победа телезрителей, у вас может оказаться 10. Скажите честно, вы бы хотели, чтобы Академия разрасталась? Да. Или пока хорошо, когда вот вас там, вы, вот, Татьяна, Жанна, Ольга, Наталья? Вы посмотрите, сколько в зале знатоков, и как пока еще мало академиков. Да. Нас должно быть. Но из существующей Академии сегодня вы за всех отдуваетесь: и за Жанну, и за Татьяну, за Наталью, за Ольгу. Внимание, Марина и Марфа. Госпожа Полышева, перед вами этюд к известной картине Бориса Кустодиева
Внимание, вопрос. А какое у этих девочек отчество? На экране. Ну, Борисовна, дочки Бориса Кустодиева. Слишком просто. Он мог Обезьянка там Я какая-то. его картины знаем. Слушай, почему? про масленицу. Купчиха масленица есть у него, да. И что у него? Ярмарка есть. Да, Шаляпина. Мамонтова не может быть... Шаляпина услышали? Почему Шаляпина? Почему Шаляпина? Потому что портрет Шаляпина есть. Там много народу, да, на нем? Были какие-то. А у Шаляпина были дочки? Ну, может быть, так, имя у него какое на всякий случай? Федор. Федор, значит, я правильно. Они, смотрите, это зима, на всякий случай скажу вам. Послушайте, А там он в шубе был, Да, Шаляпин был. почему обезьянка? Действительно, почему обезьянка-то на портрете? Она же на чем-то нужна? Это игрушка или живая? Обезьянка. Игрушка, скорее всего. Такие Чуковская. были. Чуковские? Обезьянка, Чуковский, не знаю. Почему? Дети и обезьянка. Он рисовал Чуковского? Мы знаем Не помню. Чуковского. Не Просто, знаю. а почему Шаляпин-то? Ну, он в шубе, Потому что эти тоже в шубе. И он их нарисовал, по крайней мере. Семья. Да. Там, где он с мопсом. Хорошо. Кто отвечает, госпожа Полшева? Дмитрий Филиппов. Дмитрий Филиппов. Прошу вас, Дмитрий. Ну, нам нужно назвать отчество. Мы надеемся, что это отчество Федорович. Федоровна, извините. Вны. Федоровны. Ны. Ны. А фамилию скажете? Надеемся, что Шаляпина. А теперь, внимание, правильный ответ. Это была ваша версия, Дмитрий? Мне показалось, что это Никита Баринов Мне говорит. кажется, не моя. Никита Баринов, да? Это ваша была версия. Вы даже не были уверены, какое отчество, но что-то такое вспомнили. Вы можете не знать девочек, но точно знаете их отца. Марину и Марфу Борис Кустодиев написал по просьбе их знаменитого отца. Марина и Марфа, дочери, посмотрите, сейчас вам вынесут картину. Федора Ивановича Шаляпина. Госпожа Повышева, видите? Федоровны в левом нижнем углу. А вы спрашивали, Алена, почему Шаляпин-то? А потому что это знаменитый портрет Кустодиева. 3-2. Радик, спасибо вам. Шестой раунд. Господин Филиппов, вы самый молодой игрок команды и по возрасту, и по стажу. Это 8-я ваша игра всего и уже 2-й финал года. Ну, вообще здорово. Получается, и смотрите, что получается. Еще в июне ваша команда закончила борьбу за выход в финал года. И вот 20 декабря наступило, и на тебе. Прощай безмятежный сон и новогоднее настроение. Как вы прожили эту неделю, скажите? Ну вот, мне кажется, господин Баринов говорит, что не мог и мечтать, а я даже не мог мечтать. То есть для меня это настолько было неожиданно, что неделя была непростая. По стрелке Симферополь. Договорите, Дмитрий, это я операторам скажу. Непростая была неделя, но, конечно, играть в принципе за зеркальным столом — это огромное счастье, огромная удача. Да не просто за зеркальным столом. Финал года 50-летия, Дмитрий. И вы за столом. Я не забыл. Против вас играет воспитатель детского сада Сабина Ирмамбетова из Симферополя. Сабина, добрый вечер. Рад вас вновь видеть. Добрый вечер, взаимно. По-моему, никто из телезрителей не участвовал в 4 финалах года. Вы, по-моему, единственная в своем роде. Нет, один человек вроде участвовал. Да? Потом не шепнете, кто. Вы были у нас в 17-м, 18-м и 19-м годах. Потом играли реже, а 3 года последние вообще не играли. С чем это связано? Ну, я стала многодетной мамой, у меня маленький ребенок. То есть вы не пишете вопросы вместе с маленькой дочкой, как ее зовут? Сание. Да. Ну, сейчас я так понимаю, что она вас отпустила к столу. Да, отпустила. Скажите, ну вы удивились, когда вас позвали на финал года? И вообще, как это было? Я, конечно, всегда об этом мечтала, еще раз попасть. Надеялась, но немножко боялась, что этого не будет. И, конечно, я удивилась.
и была в восторге от этой новости. Так, и еще у меня вот такой к вам вопрос. Вот вы когда пишете нам вопросы, вы используете какие-то хитрости? Ну, например, когда отправляли вопрос нам про Ван Гога, понимали, что шансы есть? Естественно. Понимаю. Да. Господин Мун, в истории «Что, где, когда» было 33 вопроса про Ван Гога, и относительно недавно вы с одним из них сталкивались. Внимание, Агастино Сигатори. Уважаемые знатоки, перед вами две картины Ван Гога, написанные им в 1887 году, в то время, когда он жил у своего брата Тео в Париже. О творческой жизни Винсента известно очень многое, как и о его личной жизни. Но вот о его романе с Агастиной почти ничего не известно. Внимание, вопрос. С чем связан такой пробел в биографии Ван Гога? Кажется, с кольцом. Смотрите, у нее кольцо на руке есть. Она жена. Она замужем, да. Да. И почему тогда? Ну, потому что не афишировал. Не афишировал. Ребята, а второй портрет зачем? А второй нет здесь- кольца. здесь нет кольца. Если что, картинки А не может быть, что он на ней женился прямо? Ну тогда бы это знали. Тогда бы это не было. Она может по статусу ему как-то Смотри, вот она тоже здесь какой-то веник. Послушайте, что мы видим на картинках? Нам их вынесли. Женщина, смотрите, веник, цветы. А то, что иностранные национальности для Европы, не может быть как-то связано. Миша, это зонтик. зонтик. Это зонтик, она с зонтиком пришла. Она что-то пьет. Она с Гогеном не может связано быть На как-то. разных языках, может, они разговаривали, нет? Ну, кстати, тоже вариант. На разных языках, может, они разговаривали. Послушайте, реально, Настя как правильно говорит, причины скрывать роман. Он женат, она замужем. Что еще? Почему нет? Они там разные по статусу. Она какая-нибудь из какой-нибудь страны, из которой Она там не нельзя, рассказывала. например. Она неграмотная была, не писала воспоминаний. А он мог написать. Кто будет отвечать? Давайте Анастасия Шутова попробует. Анастасия, попробуйте. Да, ну, предположим. Вы про Ван Гога играли? Попадались вам вопросы уже? Не помните? Ну, неважно. Не помню. Так. Не помню, но надеюсь, что он скрывал, они оба скрывали роман свой, потому что она была с кем-то еще, потому что мы видим на ее руке обручальное кольцо. И таким образом она была замужем, возможно, в какой-то момент написания портрета, поэтому не могли они афишировать свой роман. Скажите, пожалуйста, Анастасия, а где жил Ван Гог, когда писал эти картины? У брата. В Париже. У брата. У брата. Да. А откуда мы знаем все про Ван Гога-то в основном? С писем. Из писем кого? Брату. Брату. А тут С братом. Из писем брата мы знаем все истории. Про Ван Гога. Внимание, правильный ответ. Львиную часть информации о жизни Ван Гога мы знаем по его переписке с братом Тео. А о романе с Агастиной Винсент брату не писал, потому что жил у него в гостях. Ему не надо было писать письма. Они же вместе были. 4-2. Сабина Ермамбетова приносит 4-е очко своей команде. И уже у нас 4 телезрителя-победителя есть. Кстати, Сабина Ермамбетова претендует на звание академика сегодня. Это произойдет, если команда телезрителей одержит победу. Уважаемые телезрители, сегодня в зале присутствует еще один академик. Член Академии российского телевидения, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Вы знаете, я не очень суеверный человек. Не столько суеверный, сколько я пифагореец. Я согласен с Пифагором, что Вселенная устроена по принципу чисел. Скажите, а вы пифагореец? Если вы намекаете на то, что последний раз я был в охотничьем домике 25 лет назад, то да. Вот это как раз я против, что вы так редко ходите.
Но раз вы не являетесь приверженцем теории Пифагора, тогда вам легче будет мне помочь. Смотрите, с одной стороны, знатоки и телезрители чередуют победы в юбилейных играх, а именно 20-летие, 30-летие и 40-летие выиграла команда телезрителей. А 25-летие, как раз когда вы были у нас в зале, 35-летие и 45-летие игры завершились победой знатоков. Получается, по числам, что сегодня черед телезрителей. Но с другой стороны, в истории «Что, где, когда» 27 декабря было 4 игры, и все закончились победами знатоков. Что нас ждет сегодня? Как вы считаете? Я надеюсь, что победят телезрители, хотя я желаю знатокам победы. Спасибо. Это ваше мнение как болельщика или вы уже пифагореец? Константин Григорьевич, а что нас ждет сейчас? В каком смысле? Реклама на Первом канале. От первого вопроса и до финального свистка будет жарко. Букмекерская компания BetBoom. Вариантов много. Верный один. Альфа-банк. Для умных и свободных. Мы помогаем двигаться вперед, продлеваем жизни, раскалываем льды, осуществляем мечты и наполняем жизнь энергией. Росатом. Невидимые технологии для жизни. Впервые в истории «Что, где, когда» в финале года юбилейного сезона будет вручен уникальный приз. 6 бриллиантовых сов каждому игроку победившей команды. А если победит команда телезрителей, то каждый из них получит еще и карту Альфа-банка на сумму 1 миллион рублей. Счет 4-2 в пользу телезрителей. Продолжаем игру. 7-й раунд. Господин Белозеров, Никита Старун, представляющий вашу команду, получил единственный индивидуальный приз на этой игре. Больше никаких индивидуальных призов не ждите. Есть только главный приз – 6 бриллиантовых сов. И раз ни одной команде не удалось выйти в финал года по основному правилу, то теперь ваша задача хотя бы по одной сове своей команде на этой охоте добыть. Ну, господин ведущий, это немножко облегчает нашу ситуацию, в смысле, что никто не борется за себя индивидуально, мы все боремся за команду и за свои команды тоже опосредованно. Так что постараемся принести победу всем участникам этого процесса. Борис, боритесь. Саранск. Карабулак. Даша? Карабулак. Видите, как требуют Карабулак? Против вас играет системный администратор Николай Сущенко, село Карабулак, Казахстан. Добрый вечер, Николай. Здравствуйте, господин ведущий. Вы рекордсмен среди телезрителей. Играли против знатоков 28 раз. Да. Но при этом, Николай, знатоки вас любят, потому что вы играли 28 раз, выиграли 9, а проиграли 19. Я добрый. Николай, это примерно как выступили команды Рудера, Козлова и Белозерова в зимней серии вместе взятые. Примерно такой результат. Скажите, как вас напутствовала жена? Без денег не возвращайся? Сказала, не расстраивайся, ты поедешь там, это большой праздник, так что она готова меня встретить любого. И с совой, и без совы. Но она говорила, что Казахстан за вас болеет. Ну, да, конечно, за меня болеет весь Казахстан. Всем привет. Николай, в Казахстане вы человек известный. До меня, кстати, дошли слухи, Николай, что в Бишкеке на встрече лидеров стран ОДКБ о вас вспоминали. Ой-бай. Что? Ой-бай, говорю. Это что означает? Это значит ой-ой-ой переводится. Ой-ой. Госпожа Паушева,
Один известный режиссер вспоминал, что когда в 1937 году от Моссовета было получено первое здание для театра его, то первым делом стеной отделили балкон от зрительного зала. Внимание, вопрос. О каком театре идет речь и о каком режиссере? Театр кукол, образцов и стена, чтобы, ну, чтобы не что-то было там... видно, что ли? Ну, не знаю, может, он с этого балкона показывал? Балкон и зрительный зал. Я должен как-то отличаться. Слушай, я почему-то подумала про театр российской армии, но я не могу придумать режиссера. А Сталин туда мог ходить? Ну вот было бы занятно. Стеной, ну, почему если Сталин... Слушай, если реально с лидерами, да, то есть чтобы кто-то сидел и смотрел, но его было не видно. То есть зачем стеной? Какие у нас театральные режиссеры? Непонятно, что это за режиссер. Меркуль вроде уже того. А это животное может быть реально театр уже театр? Да, реально, настоящий театр. Мизуров, но это попозже, мне кажется. Послушайте, с Образцовым я не понимаю конструкцию. То есть балкон — это часть зрительного зала, как бы. А стена, она... Отделили стеной от зрителя. Чтобы не было видно, ну то есть, зачем? Чтобы не было видно, кто сидит скорее. Потому что, ну, театр, куклы на сцене, понимаешь? Да, вы отделили вот так вот, а на сцену неприлично. Хорошо, в какой театр любил ходить Сталин? Не знаю. Большой. А может быть наоборот, что типа ему неприлично туда ходить, как вот Образцова, например. Все равно. Так, тишина. Минута закончилась. Николай, разрешите, я все-таки команде скажу, что я не к вопросу рассказывал про лидеров ОДКБ, а то, что их что-то как-то сильно повело из-за этого в сторону. Вы не против? Конечно. Итак, госпожа Повышева, не сбивайтесь. Кто отвечает? Михаил Мун. Михаил Мун. Прошу вас, Михаил. Ну, если я не ошибаюсь, нас спросили, кто был режиссер и что за театр. Да. И нам кажется, что примерно в это время свою театральную карьеру начал выдающийся Образцов, театр кукол. Объясните, пожалуйста, вот госпожа Повышева не понимает. Там же должно быть наоборот, как вы, Алена, говорили. Ну... Объясните просто логику. Отделить балкон от зрительного зала можно совершенно разными способами. Стеной. Да, стеной, но как бы, наверное, все-таки не наглухо, потому что наглухо, конечно, смысла не имеет. Вот, поэтому, наверное, как бы, чтобы... Нет, ну для чего в кукольном театре стена на балконе? Как бы что-то вы запутались. Для чего она нужна? Чтобы что? Ну, чтобы не было видно, собственно, того, кто на этом балконе находится, там, предположительно, находится кукловод. Вот, соответственно... На балконе кукловод? Ну, сейчас. Значит, в кукольном театре существует как бы сцена, существует занавес, вот, и видны должны, все внимание должно быть на кукол. Так, а балкон для чего? Балкон для каких-то, ну, это, наверное, называется вот как бы сценическая машинерия. То есть что-то на этом балконе должен был находиться какой-то... на этом балконе находился человек, который, может быть, за этих кукол говорил. Потому что кукла же сама не говорит, а говорить надо. Николай, вы понимаете, у Михаила нервная ситуация, конечно. Но, как вы считаете, мы можем не обращать внимания на его последние замечания? Потому что вначале он все сказал правильно, а мне казалось просто, чтобы он блеснул и объяснил логику, его повело вообще сейчас, еще дирижера сюда привел. Ну, вы задали два вопроса, на оба вопроса он ответил правильно. Фамилия Образцова. Господин Мун, специфика театра такова, да послушайте, вы просто перенервничали, что зрительские места на балконе располагать нельзя, иначе работа актеров будет видна. А в этом таинство. Да. Речь о театре кукол Сергея Образцова.
Господин Эрнст, скажите, почему они так нервничают? Что происходит? Причем они в самом начале почти во всех вопросах находят верный ответ, а потом заигрывают. Я думаю, что это проблема команды, состоящей из одних нападающих. А в сыгранной команде каждый выполняет свои функции, а здесь сплошные нападающие. Но у нас есть защитник Борис Белозеров, поэтому он может все-таки немножко так в защите постоять. 4-3. Николай, спасибо вам. Не зря знатоки вас любят. У вас теперь рекорд 20 поражений от знатоков. 8-й раунд. Госпожа Шутова, вот у Алены Повышевой сегодня первый в жизни финал года, а у вас третий за последние 4. Вам не надоело? Чувство новизны не ушло? Я же играю с новой командой, абсолютно не ушло. Нет, но вам нравится? Да. Вы знаете, эта команда ваша нынешняя удивительна еще тем, что игроков опытных много, но никто ни с кем никогда не играл. Как же вы готовились? У нас были тренировки, и еще мы играли в настольные игры. Спасибо Михаилу Муну, он нас познакомил с новыми настольными играми. И это помогает, Михаил? Ну, сейчас увидим, но, понимаете, эксперимент нечистый, потому что тревога очень большая и волнение. Чубовка. Против вас играет сварщик Александр Терещенко, село Чубовка, Самарская область. Александр, присаживайтесь. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Александр, я слышал, что в детстве у вас был волчок. Это правда? Да. Вот и вы его разобрали на части. Разобрал. Расскажите, что же там внутри? Там пластмассовая лошадка и вот эти вот препятствия, согнутые из жести, из такой вот. И на клепочках там крепится. Ну, интересно, а вы назад его собрали потом или нет? Нет. Александр, это ваш первый вопрос и сразу в финале года. Говорят, что он вам приснился. Так точно. Расскажите, как это было? Ну, просыпаюсь утром, вопрос в голове, так в полусне. Жене говорю, скажу тебе, чтобы ты мне напомнила потом, чтобы не забыть. Уехал на работу, она звонит, говорит, вопрос помнишь? Говорю, ну, напомнила. Надо вроде бы послать. Сами не умеем, сын через компьютер подал. Вот я уже... То есть у вас такой семейный подряд? Да, я забыл думать об этом. И через год позвонили, я просто был удивлен. Да? Да. Целый год прошел? Ну, примерно, плюс-минус там месяц. Господин Баринов, в 70-е годы выпускалось множество пластинок для детей. Среди них были пластинки, на которых в определенных местах время от времени звучали вот такие сигналы. И так далее. Внимание, вопрос. Для чего были нужны на этих пластинках звуковые сигналы? Как будто время отмеряется. Да, что такое для детей? Загадки, Это может быть какие-то вот иностранные тоже учили. какие-то вот вопросы. А, Вот типа, что где когда, то есть прямо вот время. Они, может быть, что это учили иностранные, там сначала говорят, потом сигнал, и нужно повторять. Не только для детей, что загадки, Что-то вот песенки. обучающее. Какое-то время надо засечь время на что-то. Слушай, колыбельная плохо, потому что это Оно бодрит, да. Они танцы учат, должны танцы сделать. Что учат дети вообще? Это просто отмечать время на конкретную задачу. А это могли быть диктанты, и они, например, Ну да. Послушайте, мне очень нравится история с вопросами или загадками. То есть, что те загадки... Им дают какое-то вопрос, время это подумать, да. дальше пиц, а дальше тебе говорят ответ. Да. Но это как будто интересно. Если ты можешь подумать на таймер, на будильник еще Ну, условно, да, вот, и время. А если спорт какой-то, вот какое-то время еще Прыгать там, ну, то есть что-то... ритм какой-то. Пластинки для детей со спортом. Много разных для детей. Непонятно, да? Отсечка по Такие тоже, времени в принципе. все равно Время Что у нас 70. было А что загадки, отсечка? танцы, 70-е годы, что тогда было вообще в 70-е? Что никогда. Прошу, кто отвечает?
Ну давайте я попробую. Попробуйте. Есть ощущение, что на этих пластинках были какие-то детские, ну, назовем их вопросами, может, это были загадки, конечно, но смысл в том, что этот таймер был нужен для того, чтобы обозначить время, которое ребенку дается на то, чтобы на этот вопрос или загадку ответить, потому что, ну, это сейчас можно на паузу Но поставить. там 3 секунды было. Вы думаете, что дети в 70-е годы отвечали за 3 секунды на вопрос? Ну, пожалуй, что нет. Все-таки были сигналы в реальном времени. Но это было, да, не прям очевидно, но и вы скажете, что их было несколько. То есть... Несколько, да. Время от времени, я говорил. Итак, вопросы были. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Мун, я понимаю, что про пластинки 70-х годов только у вас, как у самого старшего, можно спрашивать. Да. А какие еще были у детей в 70-е развлечения? Журнал «Мурзилка» и журнал «Веселые картинки». Нет, с точки зрения пластин, как бы вот, что с пластинкой сочетается? Нет. Даже не знаю. А версии в зале есть еще какие-то? Страницу перелистнуть надо. Кто? Страницу надо перелистнуть. Через 3. Да, вы тоже в 70-х вас не было. Может быть... еще кто-то? Версия есть танцы? Смотрите, скорее всего, это Да, господин Лихачев. или проектор, да, это синхронизация фонограммы, условно говоря, искусственная. Следующий кадр. С видеорядом. Господин Лихачев. Да, господин ведущий. Повторите еще раз, просто там все, и телезрители не слышали вашу версию. Это сигнал синхронизации фонограммы на пластинке с видеорядом, будь то проектор или диапроектор. А вот теперь, внимание, правильный ответ. Прошу, передавайте. Так, дамы, я вас попрошу откинуться на спинке кресла. Устраивайтесь поудобней. Подобные пластинки были звуковым сопровождением к диафильмам. Вы когда-нибудь смотрели? Смотрите и слушайте Корнея Чуковского. Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, Когда раздавался звуковой сигнал, нужно было менять кадр диафильма на следующий. Господин Козлов, мы с вами застали еще диафильмы, да? У меня такой был дома, да, я очень любил. Счет 5-3. Александр Терещенко, я вас поздравляю. Я вам желаю, чтобы вам почаще снились сны, и вы их записывали. Мне кажется, замечательный вопрос. Господин Верхошинский, вам понравился вопрос? Очень понравился вопрос, а еще мне очень понравился ответ господина Лихачева. Да, Алексей Евгеньевич, здорово. Вас бы еще в команду и получите приз за яркий ответ года. Я просто рос в 70-е, а ребята нет. Господин Погребняк, на ваш профессиональный взгляд, что же все-таки важнее? Сыгранность команды или подбор игроков? Хороший вопрос, господин ведущий. Как и в футболе, я думаю, что это азарт, который демонстрируют все знатоки без исключения. И от лица компании Bad Boom я хочу пожелать всем азарта знатоков и везения чемпионов. Двигайтесь к своей победе, и пусть этот Новый год сыграет за вас. Видимые технологии для жизни. Уважаемые телезрители, подходит к концу главная решающая игра 50-летия. Господин Лихачев, ваши впечатления? Чем сегодня все это закончится? Все-таки счет 5-3 такой тяжелый. Ну, господин ведущий, я думаю, без всякого сомнения нас ждет успех.
Господин Тимонов здесь? Я что-то его не вижу. Здесь. Есть, господин Андрей, ведущий. а вам как кажется, что нас ждет сегодня? Удивительный финал и победа знатоков. Госпожа Остроускайте, скажите, а вам кажется, знатокам удастся выбраться сегодня? Мне На кажется, ваш что свежий взгляд. такие сильные знатоки и не менее сильный капитан блистательный. Мне кажется, все получится сегодня у знатоков. А господин Сторон что скажет? Только за команду. Не, болеть понятно, а закончится чем? Победой. У вас больше веры, чем надежды, я так понимаю. Смесь. Господин Козлов, на ваш взгляд, Они на одном из вопросов возьмут минуту в кредит, ее этот кредит отдадут, дойдут до 5-5 и выиграют игру, я не сомневаюсь ни на секунду. Ого, ничего себе прогноз. Господин Сиднев, а вам как кажется? Мне кажется, очень трудно будет сегодня команде, потому что очень сильная команда телезрителей сегодня. Вам нравится команда телезрителей? Да. И причем они в зале, это еще добавляет им сил. Господин Верхошинский, вот смотрите, уже в вашу сторону качнулись весы. На ваш взгляд, вы удержите победу? Господин ведущий, ну за больше чем десятилетие, что где когда, я знаю, что игра идет до 6 очков, поэтому я желаю команде за столом удачи, но болею я, конечно, за телезрителей, и я надеюсь, что сегодня будет у нас 6 бриллиантовых сов. Господин Киязов, ну вы всегда все знаете. Что будет? 6-3. Какой-то вы пессимист. Оптимист. Я вот хотел переговорить с Натальей Сухоруковой сначала. Госпожа Сухорукова, что с вами делает Волчок? Вы второй финал года у нас в зале, и опять не выбирает Волчок. Что происходит? Это просто, да, это какой-то кошмар. Я очень надеюсь... Может, вы просто боитесь, не хотите за стол? Я Может, очень в этом хочу, дело? я вот готова сейчас. Самое удивительное, 2 вопроса с прошлого финала года. И Екатерина Демкина из Саранска. Тоже ваш вопрос не выпадает. Причем один раз мне показалось, что выпал, но господин Козлов сказал нет. Это господин нет. Эрнст сказал, это не я сказал. Господин Эрнст сказал. Такую девушке не дали сыграть. Екатерина, скажите, ну вы надеетесь, что еще все-таки Волчок вам повернется? Конечно. Надеетесь? Обязательно повернется. Ну посмотрим. 9-й раунд. Уважаемые телезрители, в сезоне 2026 года от вас понадобятся новые интересные вопросы. Присылайте их по электронной почте, адрес вопрос@tvigра.ru, по почте на Королева 12, либо просто заполняйте форму на сайте tvigра.ru. Госпожа Ермамбетова, посоветуйте телезрителям, как лучше присылать вопрос? Почтой электронной. Господин Иванов, а вы как отправляете? Я электронной почтой. Господин Андреев, вы, кстати, тоже не играли еще сегодня. А отправляете вопросы вы как? Традиционным бумажным письмом. На Королеву 12. Да, так точно. Ну, тоже хороший вариант. Я смотрю, просто Волчок останавливается и... Мытищи. Тишина. Тишина. Нет. Уважаемые телезрители, нет. Стоп. Нет. Верните, пожалуйста, письмо на стол. По правилам нашим, стрелка Волчка указала на линию между секторами, то играет следующее письмо по часовой стрелке. То есть неважно, к какому сектору ближе. Показала на сектор, на линию между секторами. Саранск. Ну вот. Против вас играет музыкант Екатерина Демкина из Саранска. Екатерина, сейчас я к вам вернусь. Госпожа Сухорукова, Наталья, вы не обижайтесь на меня, но я должен соблюдать правила там. На самом деле было так. А теперь, но еще Волчок, если Екатерина проиграет, у вас еще будет шанс. Екатерина. Как я уже сказал, в прошлом году вы играли, и ваш вопрос не выпал. Скажите, вас тогда это сильно расстроило? Тогда нет. Сегодня расстроил бы сильнее. Сильнее. Но зато сегодня осуществилась ваша мечта. Вы хотели оказаться за одним столом
с Борисом Белозеровым. И вот можете с ним сегодня пообщаться. Прошу вас, спросите у него о чем-нибудь. Как настроение? Боевое. Екатерина, значит, у вас был готов вопрос к прошлому году, а к этому вы как готовились? Мне вновь пришлось обратиться к своему источнику информации. То есть немножко переделать вопрос вам пришлось, да? Пришлось. Господин Белозеров. Да, господин Ильич. Вот что придумала Екатерина. Посмотрите на экран. Перед вами точки, а название Екатерина скрыла. Название этих точек. Понятно? Внимание, вопрос. Назовите точку, которой тут нет. Города-телезрители могут быть. Красиво. Здесь 11 должно быть 12. А что меняется-то? Нет, видимо, Екатерина. Вот это 3, это как раз Мытищи, Химки и Москва рядом, видите? Да. Карабулак на юге. Карабулак на юге, да? Или нет? Карабулак на юге. А может ее ее самой, значит, не было просто. Откуда из Саранска? Подождите, но Карабулак далеко. Стоп, изменилось что-то. Пришлось обратиться. Саранска. Что-то изменилось. Да, изменилось. Саранска — это Мордовия. География прекрасно все, только давайте Просто поймем, почему кого и нет. убирать другую точку, а не себя? Ну, А что изменилось за год? Нет, потому что... Другие телезрители. Все, я понял. Ну, наверху похоже, что Всеволожск, наверное. Понимаешь? Если вообще другой. Если это, то Саратов. Московского метро. Больше их, мне И кажется. какой тогда нет? И какой тогда нет? Но мы не угадаем, какой Тогда нет. линия была бы. Хорошо. Смотрите, что-то обновилось за год, и чего-то нет. И будет 12, если добавить то, чего нет. Саранск прекрасно, но еще что-нибудь, Миша. Кто отвечает? Ответственный момент сейчас очень важно. Кто отвечает? Михаил Мун. Прошу вас, Михаил, помните про Образцова. Нам кажется, что не хватает точки под названием... Вы же из Саранска, да? Саранск. Саранск. Да. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Мун, точки соответствуют, посмотрите на экран, городам, из которых приехали телезрители на сегодняшнюю игру. 11 точек, 11 городов. А точка, которой не было, госпожа Повышева, посмотрите на конверт телезрительницы. У вас был ответ перед глазами всю минуту. Это Саранск, город, откуда приехала Екатерина. Екатерина, замечательный вопрос. Я вас поздравляю с тем, что вы все-таки сыграли. Или вы расстроились, что проиграли? Нет, я не расстроена нисколько. Я очень рада, что игра продолжается. И что вы сыграли? 5-4. Михаил Мун приносит 4-е очко своей команде. А господин Киязов теряет в моих глазах авторитет предсказателя. 10-й раунд. Госпожа Ковышева, поделитесь своими впечатлениями. В чем отличие все-таки финала года от обычных игр? Вы знаете, господин ведущий, очень долго с собой боролась, чтобы мне никакой финал не отличался ни от какой другой игры, и кажется, у меня получилось. Потому что я действительно с очень большим удовольствием играю каждый вопрос с этой прекрасной командой. И пока на меня не давит то, как и где мы это делаем. Ну а то, что телезрители рядом с вами, вам как? Это приятно, интересно или очень лучше интересно, не надо? Очень интересно и очень приятно. Я очень рада за них, если честно. Омск. Мне кажется, это здорово. Омск. Против вас играет инженер Евгений Макаров из Омска. Евгений, добрый вечер. Вы второй раз играете против знатоков в жизни и второй раз подряд приезжаете к нам в домик на финал года. Да, все верно. После прошлого финала года у Анастасии Шудовой остались неприятные воспоминания. А у вас? У меня приятные наоборот. Я же выиграл. Евгений, а на что вы потратили выигрыш?
Ой, банально как-то все разошлось. Да? Все. Даже не заметили. Туда-сюда? Да. Да. Анастасия, а вы помните вопрос Евгения про тыкву и Золушку? Да, помню. Получается, теперь, Анастасия, ваши судьбы тесно связаны. Начиная с середины XIX века, их судьбы тесно связаны между собой. Они внешне похожи друг на друга, но сначала их путали, потому что они назывались одинаково. Позднее их назвали по-разному, но некоторые все равно путаются до сих пор. Внимание, вопрос. Что же их связало в середине XIX века? Железная дорога Саратов и Саранск. Этот самый. Самара. Самара. Самара и Железную дорогу могло. А Великий Хорошо, Нижний Новгород красиво. связал железной дорогой, это У меня хорошо. была версия Да. пароход и паровоз. Потому что паровоз же называли... Они, спокойно, Да. спокойно. Они еще на Железная Волге. дорога, Саратов А и может Саратов. быть или пароходная. Саратов и что? Самара или И Самара, конечно, путают, потому что переименовывали в Куйбышев, потом обратно. И Самару переименовали. Подождите. В смысле, Саратов переименовали, нет? Нет, Саратов А был где Саратов. понять, что они назывались Все время одинаково? путают. Хорошо, Великий Нижний Новгород. Подождите, а почему связала их в середине 19 века? века? Ну, Спокойно. Или пароходы их Судьба. связали, или железная дорога. Вот это я не Что уверен. связала? Ну, железная дорога Середина связала. 19 века, точно? А когда они могли назывались? бы, Ребят, когда они одинаково назывались? Внешне похоже, это Когда странно. они- Внешне похоже, а называли? Когда Нет, они внешне похоже, назывались? это Внешне похоже тоже Приволжские было. города. Когда назывались они Приволжские одинаково? города многие внешне похожи. да. это Они нормально. одинаково назывались? Здания. Одинаково нет. Железная. Ладно. Назывались Итак, одинаково. госпожа Повышева, вы будете отвечать. Вы знаете, господин ведущий, мы когда тренировались к этой игре, очень почему-то каждая буквально почти тренировка у нас вела нас к минуть в кредит. И у меня есть прям очень сильное ощущение, что настал тот момент, когда нужно ее взять. Попросить минуту в кредит. конечно же, да, попросить минуту в кредит. Итак, знатоки просят минуту в Очень кредит. внимательно текст. Господин Верхошинский, вы готовы знатокам предоставить минуту в кредит? Ну, если знатоки понимают, что они делают, то мы, конечно, готовы. А Алексей Гиязов, что вам там нашептывает? Нашептывают, что мы готовы. О своей готовности. Итак, Внимательно слушайте. начиная с середины 19 века, Баринов, успокойтесь. Вы какой-то уже нервный. Выдохните. Давайте 3 раза. Можно продолжать? Никита. Начиная с середины 19 века, их судьбы тесно связаны между собой. Они внешне похожи друг на друга, но сначала их путали, потому что они назывались одинаково. Позднее их назвали по-разному, но некоторые все равно путаются до сих пор. Что же их связало в середине 19 века? Транссибирская магистраль Томск-Омск. Их не могли называть? А они разве назывались Это опять одинаково? города. Может быть, Скульптуры какие-нибудь, статуи. Если не города. Подождите, давайте добьем церкви города, какие-то, если уж нам хочется, но потом Это уйдем. танцы позже. Вот Ростов Великий, Ростов-на-Дону было, Могиляние. Ну, церкви, может быть, какие-то. Почему не внешне? Все, давайте про города забудем. Города уж тем более были сегодня. Ну, Внешне да, почему? Почему внешне? Кремль, Есть растения, не знаю. Кремль какой-нибудь. Две картины Картошка и будут помидоры. постоянно. Какое-то произведение из На картине увидели. А что Они их не связало? назывались одинаково. Ну вот еще раз, ребят, паровоз назывался пароход. Наоборот, пароход назывался паровозом. У Глинки же песня «Шевелится рекой весь народ». Пароход. Да. Паровоз, в смысле... А что по-другому? Песня Песня Глинки? связала. Песня А связала. связала песня Глинки? Да, пароход и Знаю, или паровоз. я вообще Назвали парк. по-другому, но все равно Паровой путают. двигатель. Что Нет, связала? подожди, это красиво. Песня Глинки? А их называли одинаково? внешне? Да, там в песне Глинки внешне? ликует весь народ, идет пароход, но это про паровоз. Итак, Похоже. прошу, Но до сих пор-то мы не путаем. кто отвечает? Не, давайте все-таки попробует ответить Михаил Мун. Итак, Михаил,
Начиная с середины XIX века их судьбы тесно связаны между собой. Внешне похожи друг на друга. Сначала их путали, потому что назывались одинаково. Позднее их назвали по-разному, но некоторые все равно путаются до сих пор. Это не значит, что вы путаетесь. Некоторые путаются. Что же их связало в середине XIX века? В середине 19 века их связал известная песня Михаила Глинки про «Веселится и ликует весь народ», там что-то идет пароход, но это песня про паровоз на самом деле, поэтому паровоз и пароход называли одинаково. И, ну, понимаете, тут вопрос такой, вот что связало творчески, это песня Глинки, если что связало по сути, то это паровой двигатель, как бы вот. Господин Мун, это одинаково хорошо? Что одинаково? Что песня Глинки, что паровой двигатель. Одинаково плохо вы имеете в виду? А версии в зале есть? Есть Николаевский. Оба Николаевские. Оба Николаевские. Госпожа Повышева, вы же просто... У вас 3 человека из Санкт-Петербурга. Вы почему... Объясните мне, господин Баринов, как в принципе города могут внешне быть похожи друг на друга? Да бывает. Бывает. Вы здание вообще не обсудили. Не, ну пытались обсуждать церкви, но почему-то именно... Господин Макаров, я вас поздравляю. Мне казалось, что у вас самый простой вопрос в сегодняшней игре, но даже за 2 минуты не сыгранная команда. Госпожа Шутова. Ну а вы-то что не помогли? Что-что? Вы такая опытная, вы-то что не помогли? Мало езжу, видимо, с этих вокзалов. Надо это подправлять. К сожалению, счет становится для вас и к радости телезрителей, счет становится 6-4 в пользу телезрителей. В финале юбилейных игр в год 50-летия «Что, где, когда» победу одержала команда телезрителей. Призовой фонд делится на 6 частей. И кроме главного приза, каждый телезритель получит 606 тысяч рублей. Таким образом, господин Эрнст, победа, традиция побед телезрителей в круглые даты не нарушена. Ну, я думаю, что, господин ведущий, мы с вами очень довольны, потому что мы работаем ради телезрителей. Но я думаю, команда какая, да? Я думаю, что сегодня победили все. Победили знатоки, победил «Что, где, когда» и Первый канал. Благодарю вас. А я бы хотел, вопреки традиции, поблагодарить проигравшую команду. Вам было сложно за неделю собраться, но вы показали хорошую игру, очень часто были близки к ответу, и я с большой радостью представляю Михаил Мун, Никита Баринов, Дмитрий Филиппов, Борис Белозеров, Анастасия Шутова и капитан команды Алена Повышева. А сейчас нам пора переходить к церемонии награждения. Финальная игра 2025 года закончена. Спасибо за игру. Лучшая команда юбилейных игр получит главный приз – 6 бриллиантовых сов. Бриллиантовой совой награждается Сергей Штейн из Твери. Вопрос о крабовых палочках. Сергей, прошу вас, проходите. Бриллиантовой совой награждается Евгений Макаров из Омска. Вопрос о вокзалах. Проходите, прошу вас. Евгений где? Денис, куда вы идете? Куда вы идете? Евгений Макаров из Омска где? Евгений Макаров, скорее!
Прошу, бриллиантовая сова ваша. Александр Терещенко из Чубовки награждается бриллиантовой совой. Александр, прошу вас. Аккуратнее. Бриллиантовая сова ваша. Замечательный вопрос. Бриллиантовой совой награждается Денис Мухамедов из Всеволожска. Вопрос о сборе мусора. Денис, вот сейчас проходите. Денис становится академиком Академии телезрителей игры «Что, где, когда». Бриллиантовой совой награждается Денис Володин из Базарного Сызгана. Вопрос о пиковой даме. Денис тоже становится академиком Академии телезрителей игры «Что, где, когда». И, наконец, бриллиантовой совой награждается Сабина Эрмамбетова из Симферополя. Вопрос о Ван Гоге. Вы справитесь с ней, Сабина? Справлюсь. Сабина становится академиком Академии телезрителей игры «Что, где, когда». Кроме того, каждый победитель получит от Альфа-банка карту на 1 миллион рублей. Таким образом, всего 1 миллион 600 тысяч рублей получит каждый телезритель. Поздравляем всех вас! Госпожа Ермамбетова, что скажете? Какие у вас эмоции? Я счастлива. Господин Штейн, вы так с Денисом голосовали за команду телезрителей, и вот ваша команда победила. Что вы пожелаете телезрителям в дальнейшем? Я пожелаю телезрителям дальнейших побед и ярких игр. Денис Мухамедов, а вы? Я пожелаю телезрителям обязательно отправлять вопросы, ждать, верить и надеяться на победу. Спасибо. Благодарю вас. Я хочу еще раз поздравить команду победителя, а всем пожелать новых побед в новом 2026 году. Сегодня, что, где, когда, 50. Мы пришли к этой игре, шли к ней много-много лет. И сегодня, 27 декабря 2025 года, начинается новая история. Возможно, что-то будет не так, где-то не эдак, когда-то иначе. А этот виток пройден, круг замкнулся. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят. И не день, не два, а много лет. Начиналось все так просто. Не с ответов, а с вопросов. До сих пор на них ответа нет. Почему стремятся к свету все растения на свете? Отчего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим? В чем секрет простых мелодий? Нам хотелось знать наверняка. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг. Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди. Камни пройденных дорог сумел пробить росток. Если солнце на ладони, если сердце в звуках тонет, ты потерян для обычных дней. Для тебя сияет полночь, и звезда спешит на помощь. Возвращая в дом к тебе друзей. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг. Там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. Пусть
пройденных дорог сумел пробить Ростов. Свой мотив у каждой птицы, свой мотив у каждой песни, свой мотив у неба и земли. Устирает время лица, нас простая мысль утешит, мы услышать музыку смогли. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь Бога свет, сияющий на свет. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить Ростов. Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь Бог на свет, сияющий на свет. Пусть идут дожди, прошлых бед от них не жди, камни пройденных дорог сумел пробить Ростов. Сводный хор клуба «Что, где, когда» и проекта «Голос». Спасибо всем! На прощание я хочу поблагодарить всех знатоков, всех телезрителей, всех наших спонсоров, руководство Первого канала и отдельно людей, которые десятилетиями работали над программой и сейчас вместе с нами. Спасибо! А особо тех, кто не может отойти от своего рабочего места, ведь программа еще не закончилась. И, конечно, благодарю тех, благодаря кому эта программа появилась на свет. Владимира Ворошилова и Наталью Стыценко. Низкий вам поклон. А всех с Новым годом!